maybe they were not all wanted children. Может быть, это были не все такие дети, которых он хотел. But then that was with Red Indians, that was with slaves. Then the child of the slave was his child. Эти дети были детьми от индианок и от рабы, но тем не менее их дети были и его детьми. So this a lot of mixing races, a lot of mixing races. Так что происходило очень много смешения между разными расами. And the normal color of a Brazilian is brown. Поэтому нормальный цвет кожи у бразильцев коричневый. Like Tim Boyd. Как Тим Бойт, например. He's not black, he's not white. That's the normal color of Brazil. Он и не чернокожий, и не белый. Вот нормальный цвет в Бразилии. And also from the 60s, they started to grow sugar cane in the northeast of Brazil. А также 60-х годов они в Бразилии начали выращивать сахарный тростник. But they could not get the Red Indians, the locals, the natives, to work properly. Но они никак не могли заставить местных краснокожих индейцев нормально работать. So they brought a lot of slaves from Africa to work. Так что они привезли для этого много рабов из Африки. And the liberation of the slaves was in 1889. И освобождение... No, wrong, 1888. Освобождение от рабства у нас произошло в 1888 году. So a lot of mixture, and the slaves brought their cults from Africa. Yeah, their religions. И вот поэтому было много смешений, и рабы из Африки привезли с собой свои верования, свои культы. There is this Allan Kardec from France. He started a Spiritism movement maybe 20 years before the Teosofcal Society was founded. Был такой Алан Кардек во Франции. Он начал спиритическое движение, там, может быть, за 20 лет до создания Теософского общества. In the Mahatma letters, there is reference about this Allan Kardec. В письмах Махатмы он упоминается. And the fact is that in France there is hardly any Spiritist movement linked to Allan Kardec, but in Brazil it is spread a lot. И вот так получается, что во Франции сейчас практически нет этого спиритического движения, связанного с Аланом Кардеком, а вот в Бразилии оно очень распространено. And also, so this Spiritism movement and the cults of the Africans were very much mixed up. Так что там у нас очень перемешались вот это движение спиритизма из Франции и африканские верования и культы. And from the point of view of the slaves, they would put name of Catholic saints referring to their goddess and gods. И если говорить о рабах из Африки, то они брали имена христианских святых и называли ими каких-то своих божеств. And one thing that calls my attention, especially being a Brazilian and seeing Spiritism there. И то, что очень привлекает мое внимание, поскольку я из Бразилии и наблюдаю за спиритизмом у нас в стране. Is that Blavatsky tried to do a Spiritist society in 1870 in the city of Cairo. Это то, что Блаватская пыталась создать спиритическое общество в 1870 году в Каире. It failed very quickly. Оно очень быстро
распалась. And in 3-4 years after, she met Alcott in a spiritist center. И 3-4 года спустя она встретилась с Олькотом в таком спиритическом месте. At that time, it was a very big interest in spiritism. В то время существовал очень большой интерес к спиритуализму. And Alcott was there in order to detect if there was fraud. И Олькот поехал туда, чтобы исследовать, нет ли там обмана, жульничества. Because he had detected some fraud in the past, so he was considered a good person, a reliable person to detect if there was fraud there. Поскольку к тому моменту он уже имел опыт разоблачения вот такого жульничества, то все считали, что он достойный и правильный человек, чтобы исследовать этот вопрос. And in the Mahatma letters, there is also a reference. Thank you. There is also a reference that they were trying to get the spiritists to look for the laws behind phenomena and not phenomena itself. И в письмах Махатмы есть упоминание о том, что они пытались направить спиритистов, чтобы они искали и исследовали законы, которые стоят за феноменами, а не занимались только внешними проявлениями этих законов. And somehow I can see that in Brazil with the spiritist movement. И в какой-то степени я это наблюдаю в Бразилии на нашем спиритуалистическом движении. They buy more our books than we Theosophists do. Они покупают больше теософской литературы, чем сами теософы. And what they say is very simple theosophy. И то, что они говорят, это похоже на очень-очень простую теософию. From the point of view of karma, evolution and reincarnation, they do a much better job in popularizing these teachings to the normal society than we do as theosophists. С точки зрения распространения простых знаний о карме, перерождении и эволюции, они намного лучшую работу делают, чем мы, теософы. And of course, well, I don't go to spiritist sections because, well, my time is limited and my time is dedicated to the Theosophical Society. Конечно, я, например, не хожу на спиритические встречи, потому что мое время ограничено, и оно все посвящено теософии и теософскому обществу. But I have been to some, because of one reason or the other, I have been to some. Ну, я бывал на этих встречах по тем или иным причинам. And what they say is very much linked to what we say, but in a very lower level. И вот то, что они говорят, это очень связано и с тем, что мы говорим, но отличается тем, что это намного более просто. Lower not being bad, but being too simple. То есть это как бы на более низком уровне, но не в плане на более, что это хуже, а это просто намного проще. So going back to the question, the religious intolerance there is almost non-existent. Так что, возвращаясь к вопросу, религиозная нетерпимость у нас в Бразилии почти отсутствует. The ones that are more, let's say, square are the Protestants. Те, кто придерживаются более таких жестких взглядов, это протестанты. But it's really not something outstanding from the point of view of society. Но это сильно как-то в обществе не проявляется. But there is a lot of inequality. Difference between rich and poor is very big.
Но тем не менее существует очень много неравенства и очень велика разница между богатыми и бедными. And oh, we have other problems, Вот not this one. у нас другие проблемы. Нет. From the point of view of society, you are a much better organized society than we are there. С точки зрения общества, у вас здесь общество намного лучше организовано, чем у нас в Бразилии. Of course, I don't know in details, but from what I have seen in several times that I came to Russia, here society is better organized than there. Конечно, я не знаю деталей, но из того, что я смогла увидеть за несколько моих приездов, общество здесь намного лучше организовано, чем у нас. Общество имеется в виду вообще общество или теософское общество? Ну уж нет, не теософское. Вообще. Oh no, I mean society. I mean society. Oh, the Theosophical society is the other way around. We are better organized than you. Теософское общество наоборот. У нас мы лучше организованы. Yeah, we are 100 years, right? Нам 100 лет уже. This year will be 101. В этом году 101. Все понятно. Пока будет нетерпимость, будут религии. Пока будут религии, будет религиозная нетерпимость. So as long as we have intolerance, there will be religious intolerance. Yes, of course. As long as there is intolerance, there will be religions. Yes. As long as there are religions, there will be religious intolerance. Definitely. That's why the Mahachohan said that the Theosophical Society is the cornerstone of the religion of the future. Вот почему Махакобан говорил, что теософское общество – это камень основания религии будущего. Where this understanding of life will be in society in a much easier way, but some people have to start the work, and others have to carry. Blavatsky started, and we have to carry. Для этого кто-то должен начать эту работу, и кто-то должен ее продолжать. Вот Елена Петровна ее начала, и теперь кто-то должен продолжить. Это правильно, так и должно быть. Yes, that's right. Теософское общество, не теософия, теософское общество, последователи теософии, да, не дорабатывают сейчас. Даже среди тех, кто является членами теософского общества, они не понимают, что нужно как-то активизироваться и иметь возможность, вот в теософское общество, я имею в виду, в российском, и иметь возможность заявить о себе, о том, что есть такое учение, о том, что и смело продвигать его вперед. Вот не дорабатывают. I feel that these members of the especially Russian don't work enough. They didn't do enough. They should speak more with us and disseminate the teachings more. Well, I'm not here to point out the finger in your noses. Я приехал не для того, чтобы тыкать пальцем в нос. Oh, I can share what we have been doing there, and I'm here to help you as much as I can. Я могу только поделиться тем, что мы там делаем у нас в Бразилии, и если чем-то могу помочь, то вот чем могу. So it's not my function to say you are not doing that, you are not doing that. Это не моя задача говорить, вы это не делаете, это не делаете. I'm just a foreigner, very well received, sharing my ideas. Я только иностранец, который очень хорошо принимают и который делится моими представлениями. And as far as I can see, the experience we have in Brazil, we have a team of workers that work together. Насколько я вижу из нашего опыта в Бразилии, там есть команда работников, которые трудятся вместе. And this working together doesn't mean that we all think the same. И вот то, что мы работаем вместе, не означает, что мы все мыслим одинаково. Some like Blavatsky, others like Leadbeater. There are differences. Кому-то нравится Блаватская, кому-то Ледбитер, есть разница. Okay, I have to finish the answer. But
even with differences of approach, there is a team that works together. Но даже несмотря на то, что есть разные подходы, есть единая команда, которая трудится вместе. And as much as I can, I'm eager to help you to become a team of workers. И насколько я могу, я очень хочу и стремлюсь помочь вам, чтобы вы стали командой сотрудников. But I have no complaints, okay? You receive me very well, and I have no complaints. Я совершенно ни на что не жалуюсь. Вы меня очень хорошо принимаете, я очень рад, мне очень приятно здесь быть. Спасибо. Друзья, у нас, в принципе, еще есть время, можно чаю попить до 10. Если вдруг кто-то завтра не придет, возможно, вторник, среда или четверг будет встреча с Изис в библиотеке Добролюбова. Ближайший вторник, среда, четверг. Спасибо. Завтра встреча тоже будет, она будет в 7 вечера на 4-м этаже. Гена, кулер стоят там в комнате. Кулер с горячей водой там.